Походив по мебельным магазинам, мы поняли, что мебельные фасады стоят очень дорого, хотя и выглядят довольно просто. И это только из МДФ и ЛДСП, не говоря уже о массиве ценных пород. Так как у нас имеется ЧПУ-станок, было решено сделать фасады самостоятельно. С вами мастерская DNT, посмотрим, что из этого вышло. У нас было несколько критериев при выборе материала. Это наличие сырья в нашем городе, небольшая его цена и легкость в обработке. Под эти параметры подошли мебельные щиты из хвои и березовой фанеры. Взвесив все за и против, наш выбор остановился на фанере. Дело в том, что по нашему мнению, сосновые щиты больше подходят для мебельного каркаса, чем для фасадов, так как они очень мягкие ввиду природных характеристик сосны и продавливаются даже при небольших механических воздействиях, и зачастую продаются не совсем ровные. А березовая фанера в этом плане универсальная, да и мы к ней уже привыкли. К тому же в наших магазинах она имеется в наличии разной толщины. А вы, кому бы отдали предпочтение? Дайте знать в комментариях. Мы использовали 15-мм фанеру, потому что она, как нам показалось, отлично подходит как по толщине, так и по весу конечного фасада. Для этого раскраиваем фанеру на распиловочном станке под нужные размеры. И приступаем непосредственно к работе на ЧПУ. Макет и управляющая программа были написаны заранее. Если кому-то интересно или нужно подробное видео по написанию управляющей программы для фасадов, дайте знать об этом в комментариях. А макет фасада с этим узором и другими похожими на него будет в описании под роликом. Ставим лайк и скачиваем. На фасадах будет простой незамысловатый геометрический узор, который будет вырезан V-образной фрезой под углом 90 градусов с прямым концом и хвостовиком 8 мм. Устанавливаем фрезу, отправляем ее в нулевую точку и начинаем обработку. Данный узор был вырезан за 4 минуты в 2 прохода и общей глубиной в 4 мм. Нам такая глубина показалась оптимальной. Снимаем заготовку со станка и начинаем предпокрасочную обработку. Первым делом зашпаклюем все дефекты. Так как мы использовали фанеру 4-го сорта, другую попросту не нашли в нашем городе, дефектов в ней было предостаточно. Но, к счастью, все они исправляются обычной шпаклевкой по дереву. После высыхания шпатлевки зашкурим весь фасад сотым зерном. Если дефекты не пропали, то можно нанести еще слой шпаклевки, но нам хватило и одного. Поэтому мы переходим к снятию фаски. На лицевой стороне фасада она будет радиусной, а на тыльной стороне она будет маленькая под 45 градусов. Сделаем это нашим ручным кромочным фрезером. Далее приступаем к финишной шлифовке. Для этого на шлифмашинку устанавливаем круг со 150 зерном и пройдемся по фасаду со всех сторон. Внутреннюю часть рисунка зашкурим вручную кусочком наждачной бумаги. Когда все зашкурено, продуем и протрем фасады от пыли и, вооружившись валиком и кисточкой, начинаем покраску. Краску мы использовали белую полуматовую на акриловой основе. Первый слой будет грунтовочный, после его высыхания пройдемся по фасаду скотч-брайтом. Затем протрем фасад от пыли и нанесем второй слой краски. Сначала наносим краску на тыльную сторону, дожидаемся высыхания, благо акриловая краска быстро схватывается. Переворачиваем и уже прокрашиваем лицевую сторону и торцы. Узоры мы прокрасили маленькой кисточкой. После покраски второго слоя уже был вечер, и мы оставили сохнуть на ночь. Утром пройдемся шлифмашиной со 180 зерном и нанесем третий слой краски.
Мы еще покрывали фасад 2 слоями лака, но этот процесс не снимали, дабы защитить нашу камеру. Так как мы красили с краскопульта в малярке, и из-за облака лака все равно было ничего не видно. После всех покрасочных работ нужно установить на фасад ручку. Для разметки воспользуемся шилом и нашим шаблоном. Когда поставили отметки шилом, просверлим отверстия под винты. Распакуем ручку и установим винты в отверстие. И прикрутим их отверткой к ручке. Вот и готов наш фасад из фанеры, на который мы потратили около 15 минут. Это, конечно, без учета краски. Его можно изготовить без станка ЧПУ, с помощью фрезера и упорной планки. Но время выполнения значительно увеличивается. Напишите в комментариях, как вам наша альтернатива покупным заводским фасадам. А также ставьте лайк, если понравился данный ролик. Не забываем подписаться на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А с вами была мастерская DNT. Всем пока!